Всем доброго времени суток, и в этом видео хочу показать, как я обрабатываю изделие перед тем, как из него вынуть форму. И первую ошибку, которую можно допустить, это начать вынимать форму без фиксации плетения. Что это значит? Под фиксацией плетения я подразумеваю покрытие изделия составом лак плюс вода или клей плюс вода. Но не путайте покрытие грунтовкой. Грунтовка лишь укрепляет, но не фиксирует плетение. Если все-таки вы решитесь вынуть форму без обработки, то готовьтесь получить неустойчивое изделие с возможной деформацией плетения. Для обработки готового изделия я не использую состав клей плюс вода. Лишь по той причине, что этим составом обрабатываю свои трубочки. После высыхания изделие и так очень прочное. Я использую состав лак плюс вода, покрываю им плетение, чтобы зафиксировать и сделать его водонепроницаемым. И, соответственно, более прочным. О том, как я подготавливаю бумажную лозу к плетению, есть отдельное видео на моем канале, ссылочка в описании под видео. Сегодня же более подробно хочу остановиться на покрытии лаком готового изделия. И для покрытия всех своих готовых изделий я использую лак ВГТ паркетный акриловый. С данной фирмой работаю давно. Когда-то, правда, я использовала не паркетный лак, а лак для наружных и внутренних работ. Это в самом начале моего пути. И заметила, что со временем плетенки стали мягкими, рыхлыми. Это из-за того произошло, что лак ВГТ для наружных и внутренних работ, он декоративного назначения. Имейте это в виду. Заменила, в общем-то, его на лак для бани-саун. Некоторое время была очень довольна и пользовалась им, пока однажды его не оказалось в магазине, и мне предложили лак паркетный использовать. Я нанесла на изделие его и была приятно удивлена. Он придал больше прочности плетенке, конечно же, влагостоек и стоек к истиранию, к мытью даже моющими средствами. Также он обладает антисептическими свойствами и водорастворим. Он бывает матовый, полуматовый и глянцевый. Раньше я матового нигде не находила, использовала либо полуматовый, либо глянцевый. И для того, чтобы глянец убрать, добавляла туда грунтовку. Другими лаками я не пользовалась, имея других фирм. Единожды купила лак другой фирмы. После нанесения на изделие липкий слой не пропал. И лак тут был утилизирован, а плетенка через 3 недели отправилась в подарок. Поэтому считаю, что лак этот самый оптимальный по цене и качеству. И готова вам его рекомендовать для использования. Для чего разбавляют лак? Для того, чтобы получить консистенцию, которую было бы легко и удобно разносить по поверхности. Если лак густой, то при попытке нанести его на плетение вы получите быстро сохнущую пленку, которая будет неравномерно распределяться и образуются в стыках такие белые густые комочки. Конечно же, это будет очень некрасиво выглядеть. Разбавляйте лак постепенно, не делайте его очень жидким. Нужно добиться такого эффекта, чтобы при нанесении на какой-то отдельный участок лак у вас уже начинал подсыхать, но в то же время хватало времени убрать все излишки. И теперь практическая часть. Здесь у меня на крышечке с помощью кисти я разношу немножко лака, разбавленного с водой. Уже процесс у меня идет. Начинаю разносить по плетению. Это мой первый слой на данном участке. И как вы видите, он немножко пенится. И я тщательно, постоянно вожу кистью по поверхности, равномерно распределяя лак. И тщательно промазываю все участки, углубления в плетении. И опускаюсь все ниже и ниже. Мне нужно выбрать участок, да, отдельный какой-то фрагмент, по которому я разношу лак. Если я вижу, что его много и куда мне, как его собрать, я просто ниже начинаю кистью водить. Здесь у меня практически уже нет лака. С кисти остатки, излишки убираются. Она как бы высушивается. И тогда я возвращаюсь уже к плетению.
ой, извините, не к плетению возвращаюсь, а возвращаясь к участку плетения, на котором есть излишки лака, всяких вот в щелочках, в зазорах. И вот так вот поступаю и разношу, чтобы нигде не образовались сгустки, излишки. Все мне нужно убрать. Кисточку немножко осушила. И вот такими вот движениями убираю. Поводила. Ох, на камеру-то не очень-то это все и просто. Ну, надеюсь, вам принцип понятен. Раствор начинает впитываться, подсыхать. Все. И у меня есть возможность, время все лишнее, как я и говорила, поубирать. Сразу по большому участку не разносите лак, потому что вы просто не будете успевать все излишки убирать. Действуйте поступательно. То есть сначала здесь, потом опускайтесь ниже, какой-то фрагмент и так далее. Потом я дойду до конца, разверну короб и начну по периметру одним слоем проходиться. Пока я по периметру пройду, короб-то большой, здесь уже первый слой мой подсохнет. И я буду наносить уже второй слой лака обязательно. По первому слою раствор будет уже не так пениться, легко разноситься. Попадет, если где-то не попал в участки плетения. И, в общем-то, опять по кругу. И так 3 раза. Если вы посчитаете нужным, и так иногда я поступаю, когда изделие очень крупное, да, и плетение не очень плотное, то тогда после полного высыхания я не разбавленным лаком, еле-еле, очень тонким слоем разношу опять все по поверхности. Ну, редко я так поступаю на самом деле. В основном 3 слоев сразу нанесения мне хватает. Не наносите сразу много лака, потому что он проникнет вовнутрь и может просто вашу форму изнутри приклеить. Давайте показываю, что у меня получилось. Видите, он уже впитался. Я прям излишечки все убираю. Кое-где остается. Кисточкой подлезаю. Вот и все. Все хорошо получается. Так, вот здесь уже у меня излишки. В общем-то, нужно все аккуратно. Это не очень быстрый процесс, очень медленный, кропотливый. Но на камеру, конечно, тяжелее, чем без камеры лаком покрывать. Ну, надеюсь, вам принцип понятен. Вот. Я продолжу без вас. Скоро увидимся. Если вам нужно отлучиться буквально на несколько минут, имейте в арсенале целлофановый пакетик, кисточку плотно замотайте. И она в таком состоянии может минут 10-15 пролежать, чтобы лак, который есть на ворсе, просто не застыл. Покрытие лака производится на полностью высохшем изделии. Сверху кистью я не прохожусь по загибке, так как лак может попасть в зазор и плетение слипнется с формой. И это нужно учитывать при нанесении лака по всей поверхности короба.